Ви стал вирусным. Ви, Тэхён и Чингук из BTS были запечатлены на камеру, непринужденно спящими рядом на сцене во второй день своего брюссельского концерта. Вместо того, чтобы продолжать энергичную хореографию для «Звездочка-Ботр-Звездочка», они смело легли и продемонстрировали невероятно интимный момент нежности прямо перед десятками тысяч зрителей. Без колебаний Чингук крепко схватил Тэхёна за пальцы и нежно прислонился головой к его широкому плечу. Этот незапланированный, полный любви трюк мгновенно вызвал бурю негодования, приведя весь брюссельский стадион в неистовство из-за их неоспоримой близости. Атмосфера стала еще более хаотичной, когда Чимин вмешался и накрыл их баннером фанатов, как одеялом, а RM мог лишь беспомощно улыбаться, словно принимая выходки двух своих самых младших участников, которые были полностью погружены в свой собственный мир. Привет, армии, всем, кто только что присоединился. Надеюсь, у вас все хорошо и вы здоровы. Давайте сразу перейдем к сегодняшней теме. Добро пожаловать обратно на мой канал. Второй день концерта BTS в Брюсселе оставил поистине незабываемые моменты для ARMY по всему миру. Дело было не только в потрясающем вокале или завораживающей внешности участников, но и в неожиданных, но романтических выходках любимой публикой пары Ви и Чингука, которые привели весь стадион в неистовый восторг. Особая тесная связь между ними вновь ярко проявилась на грандиозной сцене в тот вечер. Этот момент, наполненный романтикой и безудержным смехом, начался во время исполнения BTS своего мирового хита «Звездочка-Ботр-Звездочка». В середине песни, известной своей плавной и энергичной хореографией, Тэхён и Чингук совершили импровизированный трюк, совершенно не предусмотренный сценарием. Казалось, они хотели создать свой собственный мир посреди ревущего концерта. Вместо того, чтобы продолжать танцевать под быстрый ритм, они медленно легли и притворились, что крепко засыпают прямо на сцене брюссельского стадиона. Тэхён использовал свою руку как подушку, на его красивом лице расплылась милая и искренняя улыбка. Тем временем Чингук, ни секунды не колеблясь, лег рядом с ним, словно ища утешения у своего партнера. Они непринужденно наслаждались этим коротким, интимным отдыхом на глазах у десятков тысяч зрителей, заполнивших стадион. Лежа так близко друг к другу, атмосфера на сцене внезапно изменилась, став невероятно нежной и романтической. Величественная, шумная концертная сцена мгновенно превратилась в личное пространство для двух влюбленных. Наблюдая за глубоко нежным и расслабленным поведением своего партнера, Чингук время от времени поглядывал на Тэхёна с теплым и заботливым взглядом. Тэхён, заметив этот взгляд, ответил тихим смехом, эмоциональное взаимодействие, демонстрирующее, что их связь гораздо глубже, чем просто дружба или участие в группе. Их естественную химию больше нельзя было скрывать от глаз фанатов. Но дело не ограничилось просто лежанием. Романтическая атмосфера на брюссельской сцене достигла своего пика, когда тонкие детали нежного прикосновения между ними были четко запечатлены на больших экранах стадиона и телефонах фанатов. Под оглушительные ритмы песни «Звездочка-Ботр-Звездочка», эхом разносившиеся по стадиону, пальцы Чингука медленно скользили по полу сцены, словно ища знакомого утешения и тепла. Через несколько секунд рука Чингука потянулась и крепко обхватила руку Тэхёна рядом с ним, переплетая их пальцы в собственническом, но глубоко нежном объятии. Вид их крепко переплетенных рук на полу сцены казался невысказанным посланием, доказывающим, что среди тысяч ликующих фанатов в тот вечер они полностью отгородились от внешнего мира, чтобы сосредоточиться исключительно друг на друге. Непреклонная хватка была встречена нежным поглаживанием большим пальцем Тэхёна тыльной стороны ладони Чингука, небольшой, интимный и спонтанный жест, который казалось неподдельным, рожденный из глубокой и искренней связи. Разгорающийся роман заставлял сердце фанатов по всему стадиону биться быстрее, когда Чингук естественно и без колебаний придвинулся еще ближе. Не удовлетворившись просто держанием за руки, Чингук медленно повернулся и удобно прислонил голову к широкому плечу Тэхёна. Закрыв глаза с легкой, искренней улыбкой, он превратил плечо своего партнера в идеальное место для отдыха и самую безопасную подушку на этой огромной сцене мирового турне. Этот теплый, доверительный жест мгновенно преобразил атмосферу «Звездочка-Ботр-Звездочка», изначально яркую и энергичную, фоновую музыку их реальной романтической драмы.
Игривый притворный сон перестал быть просто сценической шуткой или обычной сценкой. Он стал подлинным портретом двух людей, разделяющих глубокое утешение, защиту и чистое счастье перед миллионами глаз, наблюдающих за расцветом их связи. Видя, как пара полностью погружена в свой собственный мир, Чимин не смог удержаться от озорной шутки, чтобы разбавить чрезмерно слащавую атмосферу. Подкравшись с игривой, хитрой улыбкой, Чимин, Тэхён и Чингук, все еще лежащие на полу, чувствовали боль. Вместо того, чтобы сказать им встать и закончить хореографию, Чимин взял большой тканевый веер, упавший на сцену, и аккуратно накинул его на них, словно укрывая спящих, чтобы они не простудились. Шутка Чимина вызвала взрыв смеха по всему стадиону, особенно когда он игриво похлопал Чингука по спине, словно укладывая спать младенца. Не остановившись на этом, Чимин опустился на колени рядом с ними и поднес микрофон к лицу Тэхёна, дразня их забавными звуками и смешными шепотами, чтобы разбудить их от романтического сна. Игриво поддразнивая Чингука, тот мог лишь уткнуться лицом в плечо Тэхёна, чтобы сдержать смех, а Тэхён медленно открыл глаза, беспомощно улыбаясь выходкам друга. На другой стороне сцены совершенно иную реакцию вызвал их лидер RM, который наблюдал за всей этой романтической драмой и комедийной погоней издалека. Ким Нам Джун просто прервал свой танец на полшага, упер руки в бока и покачал головой забавной, нежной, отеческой улыбкой. Его взгляд излучал энергию старшего брата, который совершенно привык, смирился и втайне забавляется выходками двух самых младших участников, которые часто совершенно забывают обо всех окружающих, когда они поглощены друг другом. Увидев столько милых, забавных и захватывающих моментов, созданных всего за одну ночь в Брюсселе, неудивительно, что мир социальных сетей продолжает обсуждать этот романтический сон Тэхёна и Чингука. Увидев этот смелый и очаровательный трюк от культовой пары, другие участники BTS не могли сдержать смех и покачали головами, глядя на их влюбленное поведение во время выступления. Тем временем, оглушительный рев обожания и крики ARMY мгновенно сотрясли каждый уголок брюссельского стадиона в тот вечер. Фанаты, особенно те, кто страстно поддерживает их близкие отношения, безудержно аплодировали, увидев, как смело Тэхён и Чингук демонстрируют свою нежную привязанность. Этот момент, когда они лежали вместе на сцене, мгновенно стал вирусным, заняв лидирующие позиции в различных социальных сетях, таких как TikTok, X и YouTube, в течение нескольких минут после окончания концерта. Хэштеги, связанные с Тэхёном, Чингуком и их совместным моментом, сразу же возглавили мировые тренды, отражая огромный энтузиазм фанатов. Многие фанаты и пользователи сети оставляли восторженные комментарии, шутя, что концертная сцена в тот вечер превратилась в их личную спальню. Пользователи сети не могли перестать говорить о том, как идеально они смотрятся вместе, даже в неожиданных ситуациях, таких как разгар активного танцевального номера. Уверенность и комфорт, которые они демонстрировали друг с другом на сцене, доказали, насколько крепка их связь. Каждый жест, взгляд и даже решение лечь рядом показали, что они дополняют друг друга, всегда служа друг другу убежищем в напряженном графике мирового турне. Второй день брюссельского концерта завершился невероятно приятными воспоминаниями для всех, кто смотрел его вживую или через экраны. Тэхён и Чингук действительно никогда не переставали удивлять своими нежными выходками, постоянно растапливая сердце фанатов и заставляя их еще сильнее влюбляться в их прекрасную связь. Итак, каково ваше мнение на этот счет? Вы были одним из тех, кто кричал на экран, когда смотрел видеоролики с их невероятно милыми прикосновениями? Или вы полностью потеряли концентрацию из-за забавного трюка Чимина, который уложил их спать с помощью фанатского плаката? Не стесняйтесь делиться своими теориями, своими восхитительными мыслями или своим острым анализом невероятной химии между ними. Давайте, оставляйте все свои реакции, впечатления и самые креативные комментарии в разделе комментариев ниже. Ажиотаж не ограничился выходом со стадиона, это событие мгновенно перекинулось на интернет. Всего через несколько часов после окончания концерта неожиданно появилось уведомление Weverse Live, на котором был изображен никто иной, как звездочка, самый младший звездочка-участник группы. Естественно, раздел комментариев тут же заполонили вопросы об их вирусном масляном сне. Когда их спросили об этом импровизированном трюке, Тэхён просто рассмеялся, демонстрируя свою фирменную квадратную улыбку, а Чингук застенчиво почесал затылок, игриво объясняя их внезапную потребность в отдыхе посреди песни изнурительным графиком европейского тура.
Конечно, старшие участники не собирались так легко отпускать эту историю. Звездочка Джей-Хоуп звездочка, который всегда быстрее всех подхватывает тренды в социальных сетях, опубликовал фрагмент вирусного фанкама в своей истории в Instagram. Он добавил цепочку смеющихся смайликов и остроумную подпись: «Мы что, отправляемся в мировое турне или устраиваем вечеринку с ночевкой?» Джин, никогда не упускающий возможности для классических хаотичных комментариев, даже оставил комментарий на Уиверс, пошутив, что принесет настоящие подушки и матрасы на следующее выступление, чтобы они не испортили свои дорогие сценические костюмы на твердом полу. Помимо юмора и так далее. Этот вирусный инцидент прекрасно демонстрирует, почему фанаты так глубоко вовлечены в творчество BTS. В индустрии, которая часто сильно регламентирована и строго контролируется, свобода, которую эти участники имеют для выражения своей подлинной сущности на сцене, невероятно освежает. Уровень доверия, необходимый для того, чтобы совершить такой спонтанный, интимный жест перед десятками тысяч кричащих фанатов, говорит о многом. Это доказывает, что для Тэхёна и Чингука сцена – это не просто место для тщательного исполнения, это игровая площадка, где они чувствуют себя в полной безопасности и уверенно друг с другом. Огромное спасибо за то, что вы следили за сегодняшним обновлением и вместе со мной восхищались этим легендарным моментом. Если вам понравился этот разбор брюссельского концертного хаоса, обязательно нажмите кнопку звездочка нравится звездочка. Подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить последние обновления, разборы выступлений и милые моменты с нашими любимыми парнями. Продолжайте смотреть, продолжайте поддерживать участников и, самое главное, оставайтесь счастливыми и здоровыми. Я вас всех люблю. Оставляйте свои позитивные комментарии здесь. Лучший комментарий будет закреплен в знак благодарности за вашу любовь. Спасибо всем, кто продолжает поддерживать этот канал. Пусть Бог вознаградит вас всех за вашу доброту. Это видео отражает мое личное мнение и интерпретацию. Данная информация предоставлена исключительно в развлекательных целях и не является подтвержденными фактами.